Сегодня мы делаем красивый и вкусный торт «Молочная девочка» с клубникой. Итак, начнем приготовление. В сотейник наливаем молоко и добавляем туда сгущенку. Хорошо это все перемешиваем и доводим почти до кипения. За это время в другой миске смешиваем крахмал, соль и яйца. Все тщательно перемешиваем, и у нас должна получиться однородная масса без комочков. Теперь берем немного горячего молока, вливаем его к яйцам и тщательно размешиваем. Затем эту массу вливаем обратно в горячее молоко, уменьшаем огонь газа и тщательно перемешивая, ждем, когда масса загустеет и закипит. Вот уже пошли пузыри, значит, снимаем крем с огня и продолжаем еще примерно полминутки перемешивать. Затем крем переливаю в другую емкость, добавляю ванильный экстракт и еще раз тщательно перемешиваю. Затем накрываю крем пищевой пленкой в контакт для того, чтобы не образовалась корочка, и оставляю полностью остывать. Теперь мы готовим очень простую клубничную начинку. Свежую или замороженную ягоду ставим на газ, чтобы она дала сок. В отдельной посуде смешиваем крахмал и сахар. После того, как ягода дала сок, добавляю туда смесь, уменьшаю огонь и тщательно перемешивая, довожу до кипения и варю еще примерно 1 минуту. Если вы не любите клубнику, то в этом рецепте можете использовать любую другую ягоду или выпекать торт просто без ягодной прослойки. После того, как клубника проварилась и загустела, перекладываем ее в другую емкость и пробиваем блендером. В конце у нас получается вот такая красивая однородная масса, которую мы накрываем пищевой пленкой в контакт для того, чтобы не образовалась корочка, и оставляем полностью остывать. Теперь пришло время заняться коржами. К яйцам добавляю соль, сгущенку и растопленное сливочное масло. Все это тщательно перемешиваю. В сито выкладываю муку, разрыхлитель и просеиваю. Затем все тщательно размешиваю. В конце у нас получается вот такое не очень густое тесто. Затем беру пергаментную бумагу и крышку. При помощи крышки рисую круг, который у меня диаметром 18 сантиметров. И это означает, что коржи у меня будут диаметром 18 сантиметров. Переворачиваю пергаментную бумагу, в середину круга выкладываю 2 столовые ложки теста и размазываю его за пределы круга. Стараюсь тесто разравнивать равномерно, для того, чтобы корж тоже выпекался равномерно. Затем эту заготовку перемещаю на противень и отправляю выпекаться в предварительно разогретую на 200 градусов духовку примерно на 5-10 минут или до золотистого цвета. Как видите, края у меня подгорели. Это потому, что там тесто было тоньше. Но сейчас простым способом мы это поправим. Берем ту же самую крышку и вырезаем ею корж нужного диаметра. И так мы продолжаем выпекать и вырезать все остальные коржи. А теперь внимание! Из-за того, что у нас коржи с сгущенкой, друг на друга их складывать для того, чтобы они остыли, нельзя. Если вы складываете друг на друга, то между ними
выкладывайте пергаментную бумагу. Теперь нам лишь осталось доделать крем, для чего мы взбиваем мягкое масло комнатной температуры примерно 3 минуты. У нас должна получиться светлая пышная масса. Затем с нашей остывшей заварной основы снимаем пищевую пленку и тоже размешиваем миксером. Затем заварную массу небольшими частями добавляем к маслу и перемешиваем миксером. Заварную массу постепенно в масло мы добавляем для того, чтобы крем не расслоился. Таким образом, понемногу в 4-5 подходов я добавляю заварную основу в масло. И наш мягкий и вкусный крем готов. Начинаем собирать торт. На подложку выкладываю немного крема для того, чтобы торт не скользил, и выкладываю первый корж. На него клубничную начинку, которую размазываю, оставляя места по краям. Затем кулинарным пакетом на весь корж выдавливаю крем. Немного его размазываю и сверху выкладываю следующий корж. Этот корж я буду намазывать только кремом, без клубники. Если у вас есть желание, вы можете мазать клубникой каждый корж. В этот раз я использовала 6 коржей. В конце верхний корж я мажу только кремом, а также кремом разравниваю бока. Для стабилизации торта обматываю его специальной пленкой. Если у вас такой нет, то можно использовать пленку от плотной канцелярской папки. Сверху надеваю разъемное кондитерское кольцо и отправляю торт на ночь в холодильник. Утром взбиваю жирные холодные сливки, в которые постепенно добавляю сахарную пудру. Сливки взбиваю до стойких пиков. Прошло время, вынимаю торт из холодильника, снимаю кольцо и пленку. В принципе, его уже можно и украшать, но на этот раз я поступлю немного по-другому. На торт выкладываю взбитые сливки и разравниваю его еще раз. И заметьте, сливками мы не разравниваем торт очень тщательно, а похлопывающими движениями по бокам и сверху наносим узор. Таким способом любые погрешности станут незаметны. И посмотрите, какой в конце красивый узор на тортике у нас получился. Перед украшением отправляю торт в холодильник на 20 минут. Сейчас я добавлю немного шоколада. Клубники, розмарина и кусочки миндаля.
И все, наш тортик к празднику готов. Посмотрим, как он выглядит в разрезе. И приятного всем аппетита! Попробуйте этот тортик приготовить и вы. Я думаю, что он вам понравится. Порадуйте таким тортиком своих родных и близких на праздник, ведь вы сможете сделать такую сладость у себя дома своими руками.